Акварель и азиатская смешанные техники. Рисуем глицинию. Глициния – это цветок, который ассоциируется и олицетворяет красоту в восточном символизме. Вистерия также – это лунный цветок, который содержит в себе лунную энергию. Мы начинаем рисовать глицинию с такого мазка. Я набрала на кисть белый, водянистый белый, и затем на кончик фиолетовый или сиреневый. Какие мазки я делаю? Ставя кисть наполовину, прижимая к бумаге, я провожу дуговой мазок с одной стороны слева, а затем примыкая к нему такой же мазок справа. И затем снизу я прижимаю кисть практически целиком от кончика до пяточки. Я провожу мазок снизу вверх, постепенно выводя кончик кисти в середину и одновременно поднимая кисть. Так я создаю цветок глицинии. Но опять же вы видите, что эти цветы выглядят абстрактно, как цветовые пятна. Когда мы рисуем, мы всегда мы рисуем цветовое пятно, а под ним подразумеваем ту форму, которую мы создаем. Так создается цветок глицинии. Он выглядит в своей совокупности как кисть, точнее как гроздь винограда, по той же структуре. И сначала мы создаем верхнюю часть, самую массивную и самую пышную. Она достаточно кучковато примыкает друг к другу. Некоторые мазки я обозначаю, просто оставляя отпечатки кисти и точки, просто намекая на какие-то лепестки, которые выглядывают из общей массы. Этот более нежный сиреневый. Вторая гроздь, чтобы между ними была цветовая динамика. Теперь нижняя часть грозди, просто отпечатки кончиков или прижатой кисти наполовину, от низу вверх. И далее тоже отпечатки, но уже не вертикальные, а горизонтальные. И последние, те, которые ближе всего к верхней части и находятся между верхней пышной и нижним кончиком, они рисуются так же, как тот третий лепесток, который я подводила к двум, когда изображала основной цветок. То есть я ставила кисть, прижимая ее от кончики до пяточки к бумаге и, постепенно поднимая, выводила в середину кончик кисти. Это, кстати, одно из правил каллиграфии, что кончик кисти всегда следует за ней и находится посередине. Это обеспечивает также и аккуратность письма. Так мы повторяем со всеми гроздями глицинии, со всеми ее пышными веточками. Верхние такие же грозди я прорисую чисто абстрактно, просто цветовыми пятнами, весьма водянистыми. Я набираю весьма водянистый и другого оттенка цвет, более бордовый, и просто отпечатками кисти напоминаю форму цветка глицинии. Также я выполню еще 2 грозди глицинии. Справа, вверху, боку, но это просто уже часть композиции. Смысл в том, что какие-то цветы мы обозначаем совершенно абсолютно абстрактно. Нижнюю ветку глицинии я хочу выделить наиболее насыщенно, поэтому я беру ярко-сиреневый, могу на самый кончик набрать еще более темный активный цвет, чтобы была градация цвета, и теми же самыми мазками, о которых я говорила в самом начале, я создаю эту ветку, просто я сделаю ее более объемной, более насыщенной по цвету,
И так она будет более всего выделяться. Сначала верхнюю массивную часть создаем мазками, о которых я говорила в самом начале. Затем прорисовываем опять кончик глицинии, просто оставляя отпечатки кончиков кисти. Они у нас вертикальные. И далее переходим на горизонтальные отпечатки кисти. И последние мазки ближе всего к той массивной части сверху, как я уже говорила, мы делаем мазком, прижимая кисть целиком или наполовину, а затем поднимая ее и выводя кончик в середину. А теперь ветка. Набрав оттенок коричневого, я прижимаю кисть либо кончиком, либо наполовину, либо целиком, в зависимости от того, какой по толщине я хочу получить часть ветки. И начинаю такими движениями, которыми мы с вами уже рисовали ствол у цветов, проводить ветку нарастающими. Движение и точка, движение и точка, линия и точка. Главное, чтобы движение было от точки до точки. Где-то я делаю совершенно абсолютно сухие отпечатки кисти во время прорисовывания дерева. То есть, когда моя кисть сухая, чтобы оставить красивые пробелы. И вот эту витиеватую часть лозы я рисую самым кончиком кисти. Теперь намечаем ветки, где будут расположены листья. Самым кончиком кисти я просто провожу дуги от точки до точки. Теперь насаживаем на них листья. Для этого я набрала оттенок зеленого. Я могу взять сначала один, на кончик насадить другой. И, прижав кисть целиком от кончика до пяточки, я провожу движение в бок. Просто сделав отпечаток, я тащу его боком в направлении ветки. Поставила точку, прижав кисть целиком, и тащу этот отпечаток в нужном мне направлении. Так я получаю лист. Просто цветовое пятно, под которым я подразумеваю лист. Кое-где я просто ставлю пятна другого цвета, другого оттенка, иногда весьма водянистые. Листья могут быть видны нам в разных ракурсах. Главное, мы не забываем, что это рисуем цветовое пятно, а подразумеваем лист. Очень простое движение. Его можно в разных направлениях выполнять. Как к веточке, так и от веточки. Где-то просто пятна, отпечатки кисти. Можно наметить и прожилки у листьев. В некоторых местах или везде, или вообще этого не делать. Кончиком кисти, более темным зеленым, намечаем прожилку, основную. Существует много способов прорисовать все, обвести контуром или вообще этого не делать. У глицинии очень красивая серединка, белая и желтая. Вы можете использовать как только белый для обозначения этой серединки, а можете использовать белый и желтый или просто желтый. Мне нравится использовать и белый, и желтый, поэтому сначала я поставлю 2 белые точки самым кончиком кисти, нанесу отпечатки точки. Я это сделаю на всех крупных цветах, которые я глазом нахожу среди этих цветовых пятен. И также маленькие точки я могу провести до самого кончика. Могу опять же этого не делать. Теперь проведем основу веточки глицинии. Просто самым кончиком кисти я провожу в некоторых местах посередине самой ветки линии и от них боковые, несколько маленьких линий, чтобы обозначить те маленькие веточки, которые отходят от основной, на которых и держатся цветы, цветоножки.
Я делаю это буквально в нескольких местах, просто намекнув на то, что она там есть. Это основная веточка, на которой держатся цветоножки, которые держат цветы. Опять же, можно ее и не прорисовывать, если мы говорим об азиатской живописи. Чем более вы абстрактны, тем более вы ближе к основному виду азиатской живописи. Теперь желтые точки, о которых я говорила прежде. Когда белая краска немного подсохла, я просто самым кончиком кисти оставляю отпечатки между теми двумя белыми точками, которые я уже наметила. Это можно сделать только на основных цветах, а можно и поставить несколько желтых хаотичных отпечатков, точек и до самого кончика ветки с цветами. Как видите, те абстрактные пятна, которые мы нанесли наверху, чтобы они просто обозначили глицинию, я не трогаю вообще никакой детальной прорисовкой. И у меня глициния ассоциируется неотъемлемо с двумя вещами – с луной и с пчелами. У глицинии очень приятный сильный запах, и вокруг нее всегда в дневное время собирается очень много пчел, поэтому я решила нарисовать несколько пчелок. Просто желтое брюшко желтым цветом я оставляю целиком отпечаток кисти и то же самое делаю черным цветом, набрав сначала водянистый черный и на кончик сильно активный, и тоже сбоку поставить 2 отпечатка. Затем самым кончиком я намечаю голову, ставя точку, и затем провожу волнистые линии кончиком. И также на самом брюшке, и также кончиком прорисовываю ножки и усики. Просто как палочки. И композиция готова. Работе осталось только высохнуть. Благодарю вас за просмотр.